Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. В сегодняшнем видео я хочу начать вместе с вами вязать вот такую куколку. Покручу вам ее, поверчу. У куколки идет съемный кардиганчик, съемная идет маечка и юбочка. Ботиночки вывязываются уже на теле. Сейчас покажу вам, как она выглядит без кардиганчика. Рост этой куколки получается 26 сантиметров. Я вяжу крючком 2 миллиметра, но вы учитывайте, что все мы вяжем по-разному. Кто-то плотнее, кто-то свободнее. И размер куколки также может у всех получиться разный. В основном у большинства получаются куколки немножко покрупнее, чем мои. Вот так выглядит юбочка и маечка сзади. Вот так спереди. Сейчас мы все это снимем, чтобы увидеть ее фигурку. Я в этот раз очень постаралась, чтобы сделать ее красивой, пропорциональной. Так, все, съемную одежку сняли. И вот такая получается у меня девочка. Я вяжу способом полукрестики. Можете ввести в поисковике запрос, чем отличаются галочки от полукрестиков, и там будет очень много наглядных видео. Так, еще вам поподробнее давайте расскажу про пряжу. Саму куколку и всю одежду я вяжу из пряжи Yarnart Jeans. Цвет у меня идет 0,7. В этой пряже 50 грамм 160 метров. И повторюсь еще раз, я вяжу крючком 2 миллиметра. Волосы я вязала из другой пряжи. Я использовала пряжу Alize Diva, это 100% микрофибра. Вязала я ее также крючком 2 миллиметра. Очень хорошая, мягкая, красивая пряжа. Локоны получаются не грубыми, если, например, вязать их из Yarnart Jeans. Получаются они такими мягенькими, приятными на ощупь. И в объеме, конечно же, поменьше, чем из джинса. На один вот такой паричок, у нее не сильно длинные волосы, на один паричок мне хватает половины моточка. Моточек идет 100-граммовый. Также для куколки я использовала глазки на безопасном креплении размером в 8 миллиметров. По желанию вы можете взять больше, можете взять, в основном чаще всего берут 10 миллиметров, но мне почему-то хотелось сделать ей именно такие маленькие глазки. Тут смотрите сами, хотите, возьмите 10, попробуйте. Думаю, она и с таким размером глазок будет тоже отлично смотреться. Вязать будем постепенно. Сначала мы свяжем ручки, ножки, потом свяжем туловище. Ручки, ножки и туловище у меня идут цельно вязаные. Потом свяжем голову, голову пришиваем к телу, волосы и одежду. Надеюсь, сложного в этом мастер-классе вы ничего не встретите, но если все-таки какие-то моменты будут непонятны, задавайте их в комментариях. Всем приятного вязания! Начинаем вязать ручку, она небольшая, вот так вот выглядит. Для начала мы набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Дальше начинаем вязание со второй петли от крючка. Вот она у нас. Мы провязываем 2 столбика. Первый в следующую петлю. Второй. Дальше провязываем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий. Теперь вяжем по второй стороне цепочки. Провязываем 1 столбик без накида. И в следующую петлю провязываем прибавку. Закончили этот ряд. В итоге у нас получилось 8 столбиков. Следующий ряд второй. Провязываем 3 столбика без накида, прибавка. И так повторяем 2 раза.
Первый столбик, второй, третий и провязываем прибавку. Повторяем так еще один раз. В итоге у нас получится 10 столбиков. В третьем ряду провязываем 4 столбика без накида прибавка, также 2 раза. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, прибавка. И еще один раз вяжем также. В общем, у нас получится 12 столбиков. Провязали. В четвертом ряду вяжем 11 столбиков без накида и прибавка. Получается, прибавка у нас в самом конце ряда. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. 11 и прибавка. Получилось у нас в этом ряду 13 столбиков. В следующем пятом ряду провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше мы вывязываем пальчик. Нам нужно сделать шишечку. Провязываем в одну петлю 4 столбика с накидом, но довязываем их не до конца. Получается, делаем накид, вводим крючок под столбик, вытягиваем ниточку и провязываем только 2 петли на крючке. Вот так. У нас сейчас осталось 2 петли. Снова накид, вводим в эту же петлю, вытягиваем ниточку, провязываем первые 2. Третий раз делаем точно так же. Накид, выводим ниточку и провязываем первые 2 петли. И четвертый раз в эту же самую петлю выводим, проводим, провязываем первые 2. На крючке у нас остается 5 петель. Захватываем ниточку и проводим ее через все петельки сразу. Вот так. Дальше довязываем оставшиеся 7 столбиков без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Количество столбиков у нас осталось также 13 в этом ряду. Пальчик нужно вывернуть. Провязываем дальше следующий ряд, шестой. Вяжем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем убавку. Дальше провязываем 4 столбика. Первый,
второй, третий, четвертый и вяжем убавку. Сейчас у нас получилось с вами в ряду 11 столбиков. Далее с 7 по 27 ряд, это у нас всего 21 ряд, провязываем по 11 столбиков без накида. Наполнитель я добавляю только в нижнюю часть ручки, примерно вот до, где у нас заканчивается пальчик. Дальше у меня уже вот эта часть вся идет пустая. Все, вяжем 21 ряд по 11 столбиков. Провязали необходимое количество рядов. Дальше нам нужно сложить с вами детальку пополам и провязать вместе 6 столбиков, вот как на этой ручке. Провязывайте, смотрите, чтобы пальчик смотрел прямо, либо немножко в сторону. Но тогда, если он смотрит в сторону, нужно, чтобы на второй ручке он тоже был ровненько и смотрел в другую сторону. Ну, в общем, если что, провязывайте еще дополнительно 1 столбик или 2, чтобы выровнять этот пальчик. Далее начинаем связывать деталь вместе. Вводим крючок под первый столбик и сразу же захватываем второй, который находится прямо за крючком. Вот так это выглядит. Провязали первый столбик. Дальше вводим под следующий, провязываем второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Воздушная петля, ниточку вытягиваем. Сильно длинную оставлять ниточку не надо, потому что мы ручки ввязываем. Обе детальки у нас готовы. Далее переходим к вязанию ножек. Переходим к вязанию ботиночка. Вот так он выглядит. Начинается вязание у нас снизу цветом ботиночка. Берем ниточку коричневого цвета. И начинаем вязать. Набираем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Далее вяжем со второй петли от крючка первый ряд. Провязываем прибавку. Первый столбик сразу же сюда же второй. Дальше вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. В последнюю петлю мы провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. И далее вяжем по второй стороне цепочки 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Получилось у нас в этом ряду 11 столбиков. Дальше вяжем второй ряд, провязываем подряд 2 прибавки. Первая, вторая. Вяжем 2 столбика, первый в следующую петлю, второй. Дальше мы подряд провязываем 4 прибавки. Первая, вторая,
третье, четвертое. Снова вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Дальше в следующую петлю провязываем прибавку. В общем, у нас получается в этом ряду 18 столбиков. Вяжем следующий ряд третий. Провязываем 1 столбик без накида, прибавка 2 раза. 1 столбик, в следующую петлю прибавку. И еще раз 1 столбик, в следующую петлю прибавку. Далее провязываем 2 столбика. Первый, второй. Вяжем 1 столбик без накида, прибавка, повторяем так 4 раза. Первый столбик, прибавка. Второй раз столбик, прибавка. Третий раз столбик, прибавка. И четвертый раз столбик, прибавка. Провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий и прибавку. Получилось в этом ряду 25 столбиков. Вяжем следующий ряд четвертый. 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем так 2 раза. Первый, второй, прибавка. Первый, второй, прибавка. 2 столбика. Первый, второй. Дальше вяжем 2 столбика без накида, прибавка 4 раза. Первый, второй, прибавка. Первый, второй, прибавка. Первый, второй и прибавка. И еще один раз, четвертый. Первый столбик, второй, прибавка. Далее вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И вяжем прибавку. Теперь нам нужно перенести вязание на середину. У всех столбики смещаются по-разному, у кого-то сильнее, у кого-то меньше. Поэтому смотрите, может быть, ваше количество столбиков будет отличаться от моего. Сейчас, получается, провязываем 3 столбика. Первый, второй и третий столбик, но я его не довязываю до конца, а оставляю вот так 2 петли на крючке. Ниточку коричневую не обрезаем, нам она пригодится для дальнейшего вязания. Сейчас мы просто с вами сделаем дополнительным цветом вот такую вот полосочку. У меня этот цвет оранжевый сейчас. Довязываем уже столбик дополнительным цветом. И вяжем 5-й ряд. Нам нужно провязать 32 столбика без накида за заднюю стеночку. Первый,
второй, третий. Получается, переднюю полупетлю мы оставляем, а вяжем только захватывая заднюю полупетлю. Провязываем так до конца ряда. Последний столбик в ряду также не довязываем, оставляем 2 петли на крючке. Провязали, вот оставили 2 петли на крючке и снова возвращаем коричневую ниточку, довязываем столбик. Оранжевую ниточку уже можно обрезать, она нам здесь не пригодится. Дальше мы вяжем уже, как обычно, захватывая полный столбик, провязываем 6 и 7 ряд по 32 столбика без накида. Всего получается 2 ряда. Хвостик от оранжевого я сразу же ввязываю. Провязали. Дальше мы провязываем 8 ряд. Вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Вяжем убавку. И еще 2 столбика. Первый, второй. Далее вяжем 2 столбика без накида, убавка, и так повторяем 4 раза. Первый столбик, второй и убавка. Второй раз. Первый столбик, второй и убавка. Третий раз. Первый столбик, второй, убавка. И 4-й раз. Первый столбик, второй и убавка. Дальше вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, 4-й. Вяжем убавку. 2 столбика. Первый, второй и еще 1 раз убавку. Провязали. Получилось у нас сейчас 25 столбиков в ряду. Следующий ряд 9. Провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, 4-й, 5-й. Далее вяжем 1 столбик без накида, убавка. Так повторяем 5 раз. 1 столбик, убавка. Второй столбик, убавка. Третий столбик, убавка. 4-й столбик, убавка. И 5-й столбик, убавка. Далее довязываем до конца ряда 5 столбиков. Первый, второй, третий, 4-й и 5-й. Провязали, получилось у нас сейчас 20 столбиков в ряду. Следующий ряд 10. Вяжем 8 столбиков. Первый, второй, третий, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. Вяжем подряд 2 убавки. Первая, вторая. И довязываем до конца ряда 8 столбиков. Первый, второй, третий, 4-й,
5, 6, 7 и 8. Провязали. Следующий ряд 11. Вяжем 18 столбиков без накида. Довязали до конца этот ряд. Последний столбик мы не довязываем, оставляем также 2 петли на крючке. Ботиночек наполняем. Теперь мы нить коричневого цвета выводим на внешнюю сторону, присоединяем ниточку дополнительного цвета. У меня вот здесь идет желтый и горчичный. Сначала начинается с желтого, его идет 2 ряда, горчичный у меня 1 ряд. Подбирайте сами себе цвета, какие вам захочется. Присоединяем желтенькую. И следующий ряд мы будем вязать за заднюю стеночку петель. Вяжем 4 столбика без накида, убавка. И так повторяем 3 раза. Первый столбик. Вот видите, за заднюю полупетлю. Второй. Третий. Четвертый. И убавку. Убавку я провязываю вот таким образом. Именно в этом месте. Вяжем так еще 2 раза. 4 столбика убавка. В итоге у нас получится 15 столбиков без накида. И следующий ряд 13 провяжите 15 столбиков уже за обе стеночки петли. Провязали. Коричневую ниточку не обрезаем. Она пока так и остается. Потом мы к ней вернемся. Получается, последний столбик 13 ряда мы не довязываем, а присоединяем ниточку еще одного дополнительного цвета. У меня этот горчичный сейчас. И вяжем, получается, следующий ряд 14, 15 столбиков. Уже другим цветом. Первый. Второй. Третий. И так до конца ряда. Последний столбик не довязываем, оставляем 2 петли на крючке. Провязали. Теперь горчичного цвета ниточку оставляем, возвращаемся к желтой. Довязываем столбик уже желтым цветом. И следующие 15 и 16 ряд, 2 ряда, провязываем по 15 столбиков желтеньким цветом. Провязали. В 17 ряду меняем нить на горчичный цвет и вяжем прибавку. И дальше довязываем до конца ряда 14 столбиков. Последнюю петельку не довязываем до конца. Провязали, возвращаемся к желтому цвету и вяжем следующий 18 и 19 ряд по 16 столбиков. Довязали, меняем ниточку. Следующий ряд 20 вяжем 16 столбиков без накида горчичным цветом. Довязали, меняем на желтый. Вяжем 21 ряд. Прибавка. И 15 столбиков без накида. В 22 ряду провяжите 17 столбиков, также желтым цветом. Довязали, меняем ниточку на горчичную и вяжем следующий ряд 23, 17 столбиков без накида горчичным цветом. Довязали. Присоединяем ниточку желтого цвета. Горчичную мы теперь обрезаем, хвостик ввязываем сразу же.
Провязываем один ряд желтеньким цветом, 24 вяжем 17 столбиков. Раз, два, три. Довязали ряд до конца. Дальше берем нить основного цвета бежевого, желтенькую ниточку мы обрезаем, довязываем столбик бежевым цветом и дальше вяжем 25 ряд за заднюю полупетлю бежевым, и сразу же ввязываем хвостики. Провязали. В следующем ряду мы будем вывязывать коленочку. Получается, основа коленочки это 3 прибавки, которые должны находиться четко посередине. Поэтому, если у вас они смещаются, то выравнивайте немножко, переставляя количество столбиков между этими 3 прибавками. Сейчас вяжем убавку. Один столбик без накида и убавка. Далее вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. И вот сейчас мы вяжем посередине 3 прибавки. Первая, вторая, и третья. Далее довязываем до конца ряда 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Это был 26 ряд. Следующий 27 ряд. Провяжите 18 столбиков без накида. Довязали. Следующий ряд 28. Провязываем прибавку. Один столбик без накида и прибавку в следующую петлю. Дальше вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем подряд 3 убавки, захватывая переднюю полупетлю. Первая, вторая, третья. И довязываем до конца ряда 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Провязали этот ряд. Не забывайте добавлять наполнитель в ножку. Следующий ряд 29, вяжем 17 столбиков. Провязали. Следующий ряд 30. Нам нужно провязать 6 столбиков. Первый, второй,
третий, четвертый, пятый, шестой и провязываем прибавку. Далее вяжем 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вяжем прибавку. И довязываем до конца ряда 2 столбика. Первый, второй. Следующий 31 и 32 ряд провяжите по 19 столбиков. 33 ряд вяжем 12 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12 и вяжем прибавку. И довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Далее с 34 по 36 3 ряда провяжите по 20 столбиков без накида. Провязали. Вот что у нас получилось. Теперь смотрите, вот эту ножку, которую мы сейчас только что связали в первую очередь, первую ножку. Что мы делаем? Складываем деталь пополам, так, чтобы носочек смотрел ровно вперед. И нам на этой первой ножке необходимо распустить столбики 36 ряда до боковой части. Получается вот так. Я сейчас убрала 3 столбика, чтобы вязание заканчивалось ровно посерединке. Вот давайте я покажу вам на вот этой ножке, вот, которую я связала первую. Вязание посерединке заканчивается. Дальше вяжем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку вытягиваем. Все, мы ее обрезаем. Все, первая ножка готова. Вяжем вторую ножку. Провязали точно так же, как первую. Все, 36 рядов связали. Я сейчас довяжу столбики, которые распустила вам для примера. Так, 2. Все, провязали 36 рядов. Теперь на этой ножке мы делаем наоборот. Мы вперед провязываем еще столбики для того, чтобы точно так же. Вот мы сложили ножку для того, чтобы вязание заканчивалось теперь уже с этой стороны ноги. Провязываем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой столбик. Смотрим. Ровненько. 8 столбиков у нас получилось. Получается, на первой ножке мы не довязали 3 столбика, на второй ножке, наоборот, провязали вперед 8 столбиков. И вязание у нас заканчивается на 2 ножках во внутренней стороне. На этом я вам еще не показала, как обвязать ножку. Вот здесь мы оставляли специально коричневую ниточку. Сейчас вводим крючок под оставленные передние полупетли, под первую полупетлю. Вяжем воздушную петлю. И дальше весь этот ряд
по оставленным передним полупетлям обвязываем столбиками без накида. Таким образом. Довязываем ряд до конца. Вот довязали ряд. Дальше присоединяемся туда, где мы провязали воздушную петлю. Делаем соединительный столбик и еще раз воздушную петлю. И ниточку вытягиваем. Чуть-чуть подлиннее, чтобы ее было удобнее потом спрятать. С помощью иголочки прячем эту ниточку внутри ботинка. И на этом все. Обе ножки наши готовы. Наполняем. Обязательно добавляйте наполнитель. Мне кажется, немножко вышли разные. Вязала в разное время. Все. После мы будем с вами вязать туловище.